Witamy serdecznie, nasi drodzy widzowie. День добрый. Кто первый раз на нашем канале, нас зовут Ирина и Виктория. Dziś chcemy porozmawiać na bardzo ważny temat. Это самый главный темат наших комментариев. Кто первый раз на нашем канале, мы из Украины, поэтому комментарии у нас украинские и польские. Это основные зрители нашего канала, и все наши зрители подняли очень серьезную тему. Взаимодействие поляков с украинцами. Tak, i teraz o tym pogadamy. Так, До того, как мы приехали в Польшу, мы слышали, конечно, очень много хорошего об этой стране. Но часто от людей слышали, что поляки совсем не любят украинцев. И это проявляется во многих жизненных ситуациях. Когда мы приехали в Польшу, пожили здесь год, то наше мнение получилось совершенно другим. И теперь много украинцев пишет нам, что мы слишком хорошо отзываемся о Польше и о поляках. Но мы все, что говорим о Польше и о поляках, это сугубо наше субъективное мнение. И мы говорим все абсолютно от чистого сердца, без преувеличений. и взгляд у нас, так как на канале, так и в жизни, на позитив. Да, поэтому не нужно нам писать, что мы слишком хорошо отзываемся о поляках. Это, возможно, нам просто везет, и мы встречаем таких спаньявых особ. Возможно, у нас такой город, в котором живут исключительно хорошие люди. Нам стали писать украинцы, которым не нравится, что мы хвалим Польшу. Они считают, что мы чересчур хорошего мнения о Польше и сказали, чтобы мы не возвращались обратно. Также нам пишут россияне, которых тошнит от нашей любви к Польше. Поэтому это видео мы должны были снять, чтобы высказать хоть какую-то свою точку зрения, если люди еще не поняли. Почему мы против таких утверждений, что поляки не любят украинцев? Давайте смотреть глубже. Когда началась война, ни одна страна, ни один народ не помогал так украинцам, как это делали поляки. Начиная с границы, в первый же день поляки встречали всех с продуктами, с одеялами, с подушками, со всем необходимым. Многие поляки забирали украинцев в свои семьи абсолютно безвозмездно. Многие поляки давали свои дома для жизни украинских семей, давали свои квартиры, в которых были полные холодильники, в которых были постели, чистые полотенца, все, что необходимо для жизни. Это не выдуманные истории, это мы истории... общаемся между собой с другими украинцами, и они нам об этом рассказывают. Да. Хотя не всегда украинцы, я сейчас не хочу никого обидеть, есть хорошие люди, есть культурные, есть воспитанные, есть не очень. Мы недавно общались с женщиной, с пойкой, которая рассказывала нам, как ее сестра отдала свой дом для жизни 7 украинцев на несколько месяцев, абсолютно безвозмездно. И когда она пришла проверить, что происходит в доме, то там был просто кошмар. Да, это преподавательница, которая к нам подошла и спросила: девочки, вы из Украины? Мы говорим: да. Женщина начала плакать, сказала, что мне вас всех очень жалко, но, к сожалению, среди вас, украинцы, есть не очень хорошие люди. А есть другая категория поляков, которые все время на нашем канале предъявляют нам исторические претензии, политические претензии, не хотят, чтобы украинцы в Польше создавали укрополию, чтобы украинцы вообще жили в Польше. Мы, с одной стороны, их понимаем, потому что украинцев в одно время было очень много. Мы по менталитету разные. Поляки более сдержанные, более серьезные, иногда более воспитанные. Мы их понимаем, но почему это все обсуждается, высказывается на нашем канале,
сюжеты и столетней давности, к которым мы, как люди, не имеем никакого отношения. За год проживания в Польше мы ни разу не встретились с хамством. К нам всегда очень доброжелательно все относятся. Хотя все сразу видят и слышат, что, конечно, мы, конечно, украинцы. И приехали сюда, убегая от войны. Всегда кто-то хочет нам чем-то помочь. Всегда хочет кто-то хочет поддержать нас хорошим, добрым словом. Если нам нужна какая-то помощь, сразу найдется человек, который захочет нам помочь. Мы даже видим по комментариям у нас на ютубе от поляков, они в 95% всегда хорошие. Поэтому, конечно же, мы отвечаем взаимностью. И, конечно же, мы можем сказать все только положительное об этой стране и о поляках. Также мы хотим сказать за украинцев, за свою нацию. Не все украинцы являются такими, о каких нам пишут в комментариях. Украинцев очень много хороших, добрых, отзывчивых, смелых, дружелюбных. У нас такая хлебосольная нация. Мы не можем всегда говорить о всех вместе взятых, потому что люди разные. В Польше тоже люди разные. В Польше одни поляки, как мы уже сказали, против категорически украинцев. Другие поляки поддерживают украинцев как могут. Мы даже знаем у нас на канале некоторых поляков, которые очень помогают украинцам. Которые ездят за границу, Да. в далекие другие страны, чтобы Да. привезти гуманитарную помощь, и она попала в руки нуждающихся. Мы Те, просто кто... не знаем, можно ли называть имена. Да? Мы не хотим называть имена, вот, но мы знаем таких людей, которые действительно очень много хорошего делают для нашей страны. Весь мир помогает украинцам, и украинцы это очень ценят. Да. Вот так вот. Потому что все попали в такую ситуацию и в такое страшное время, такие страшные дни могли раньше только присниться. Но, к сожалению, это случилось, и очень хорошо, что в этом мире есть добро, и что многие люди со всех стран отзываются по сей день, хотя война уже продолжается больше года, и очень много помогают с душой, со всем сердцем нам, украинцам. Весь мир. Весь мир помогает. Почему мы говорим только о поляках? Конечно, потому что мы попали в эту страну, живем в этой стране и знакомы с поляками. Почему мы говорим весь мир перед тем, как попасть в Польшу? Мы были в Молдове, и так как молдаване встречали тоже украинцев, мы были в шоке, потому что молдаване тоже с вот такими вот объятиями встречали, давали свои телефоны вот так в руку, потому что у нас не было интернета, вай-фая, связи. Другая страна, мы только приехали, зима. Перепуганные, руки дрожали. Не выспавшиеся. Нам давали в руки телефоны и говорили: берите, звоните, ищите себе дом, ищите квартиру, потом принесете телефон. Абсолютно незнакомые люди, там, с заправок. И нас молдаванин провез через весь Кишинев и вывез нас на румынскую трассу, потому что уже не было отелей, в которых даже можно было переночевать. Он нас провез 100 километров для того, чтобы где-то поселить. Поэтому действительно весь мир помогает українцям, і нормальні українці це дуже цінять. Не могли мені накренчити такі квятки, якісь ладні. І coś, і тут, бачите, який колор такий кораловий. Не wiem, чи в Польщі є такий колір. Так, а забачте, жовтий. У нас з дому були ж такі тюльпани. Gdzieś oni tam bez nas. Nie wiem, co z nimi jest. No i tutaj coś takie. На здоровку, Иренка. Кто бы что ни говорил, как бы друг к другу ни относился, мир делится не на нации. Мир делится на людей, культурных и воспитанных, добрых
и приятных, отзывчивых. Вот так вот должен делиться мир, не на нации, а на хороших людей. Просто кто что несет, тот то и дарит этому миру. Поэтому отношения разные, комментарии разные. Вот так вот. Поэтому мы хотим сегодня всех помирить. Не нужно говорить украинцам, что плохие поляки. Не нужно говорить полякам, что плохие украинцы. Люди бывают разные. Кому как везет. Кому-то везет на хороших людей, кому-то везет на плохих. Соловей. Це соловей. Якісь птахи так співають. Соловей. Недавно я общалась с поляками, которые до войны были в Киеве, общались с большим количеством украинцев. И они настолько приятно, настолько красиво отзывались о нашей нации, о нашей стране, об Украине, о украинцах. И пробирала даже какая-то гордость. Они сколько приятных слов мне сказали, что украинцы тоже всегда улыбаются, что всегда готовы помочь. И у нас точно такое же мнение о поляках. Просто людям встретились хорошие люди, и поэтому у них осталось такое замечательное впечатление от этой встречи. Значит, чем больше хороших людей, тем больше хороших впечатлений о стране. Так. И не надо винить каждого, что тот кого-то не любит, тот кого-то не любит. Вспоминать какие-то неприятные исторические события. Это уже в прошлом, а нужно строить новое будущее. И новую историю. Новую историю. У нас сейчас с вами новая история. И где все люди, все народы и все страны дружат между собой и ездят на экскурсии и на какие-то гастрономические поездки друг к другу в гости. И все счастливы, и все улыбаются. Поэтому правда? мы будем всех мирить на канале и о всех нациях мира отзываться хорошо. Несмотря на их комментарии. Несмотря на их комментарии. Не всегда хорошие. Послушайте, как красиво поет соловей. Отсюда просто не хочется уходить. Соловей просто наслаждается жизнью. И кошка в цветах. Где? Где кошка? Слухайте. Кіті, не треба бачити мене. Ось. Ось котик. Кс-кс. Киця. Може, dziś rozmawialiśmy trochę mniej po polsku, ale to był bardzo ważny temat i nie chcieli robić bardzo dużo błędów. Wtedy rozmawialiśmy w swoim języku, żeby wy coś wtedy w napisach zrozumieli normalnie. Ну что, Виктория, делаем выводы. Общество устало немножко от плохих новостей, немножко устало друг от друга. Все находятся в стрессе, каждый по своему поводу. Но это не значит, что надо друг друга ненавидеть, обижать, оскорблять и не любить. Давайте будем все вместе любить друг друга. И жить дружно. И жить дружно, дарить друг другу счастливые минуты, дарить друг другу радость, делать для друг друга добро. И тогда мир будет прекрасным, мир будет таким, в котором каждый из нас мечтает жить. И для каждого из нас это сложно по-своему, но хочется пожелать всем оставаться на позитиве. Каждому нужно начинать с себя. И с нашего канала. Так, субскрибуйте наш канал і кчуки до гори. І колокольчик. Дзвоник, так. До відзення. До побачення. Бузячки, як завжди. Ми вас всіх любимо, цілуємо. Bardzo, обнімаємо. naprawdę. Bo
jesteście naszej YouTube rodzinką. Кохана. Kochanej YouTube rodzinką. Папа. I się troszkę porozmawiamy. Nie wiemy jak w innych miastach, ale w Lublinie już taka wiosna. Takie kwiatki ładni, taki co dzisiaj? Люди, ладні. Już kobiety w sukienkach, na takich szpilkach. Tak, mężczyzny już w garniturach, w А koszulach. наші шпильки остались дома. Tak, nie wszystkie coś jest, jakieś tam sandali tutaj jest u nas, ale, Ну, основной гардероб дома. ale mamy taki komentarz, że ktoś powiedział nam, ktoś zostawił taki komentarz, że kiedy już będzie to lato, żeby byliście w sukienkach. Już skoro będziemy w sukienkach. Trzeba jeszcze trochę poczekać. Или создать такие условия, чтобы нас любовь грела. Tak. O, to też bardzo ważne jest. Także to dawajcie, pracujcie. Ostrożnie, ręka schody. Tak. O tak. No dobrze, już prawie wszystko.